Сложно не заметить, что в определенных кругах за последние года полтора сложилось устойчивое впечатление, будто Путин выигрывает войну. Это интересный феномен, который показывает, насколько важно в современном мире создавать впечатление, что оно может корректировать реальность. Давайте же сегодня поговорим о том, как в целом обстоят дела с реальностью. Кто в ней выигрывает войну, а кто проигрывает. Можно, не сильно погрешив перед истиной, сказать, что с ранней весны этого года Соединенные Штаты практически не поддерживают Украину в войне. Есть какие-то поставки по прежним пакетам помощи, возможно, идет какой-то обмен разведданными, но это точно не тот масштаб помощи, который способен хоть сколько-то реально повлиять на войну. Достаточно просто вспомнить панику в американских СМИ после разговора в овальном кабинете между Трампом и Зеленским, который привел к тому, что Трамп остановил вообще всю помощь. Тогда все уважаемые эксперты сошлись во мнении, что уж после такого Украине точно пора готовиться к поражению в течение нескольких недель. С того исторического разговора прошли уже не несколько недель, а в сумме уже полгода. Путин тогда получил то, чего так добивался и о чем мечтал – безучастное отношение США к войне в Украине и европейским проблемам в целом. Украина находилась в непростом положении раньше, в не менее тяжелом находится сейчас. В плане денег, мобилизации, в плане проблем с административной управляемостью и коррупцией, в плане боеприпасов и техники. Словом, положение затруднительное по массе параметров. Тут грешно Украине предъявлять какие-то претензии. 3,5 года полномасштабной войны на своей территории было бы тяжело выдержать даже существенно более богатому и мощному государству. Теперь давайте посмотрим, что происходит прямо сейчас. Путин в 2025 году тратит на войну в Украине сумму, сопоставимую с ВВП Украины. То есть больше, чем когда-либо. Армия против Украины сегодня воюет больше, чем когда-либо. По независимым оценкам, только в августе этого года путинская армия получила до 35 тысяч свежих платных добровольцев. Путин производит больше дальнобойных дронов, чем когда-либо. Его оборонная промышленность работает на пределе производственных мощностей и на пределе мощностей кадровых. На пределе того, что может делать то количество рабочих рук, которое есть в наличии в России. Украина де-факто лишилась своего главного союзника. Путин воюет всем, что у него есть. И что мы видим? Путин стал ближе к достижению целей СВО, к оккупации всей Украины. Стал ближе хотя бы к полному захвату тех 4 регионов, которые уже вписал в Конституцию. Нет, мы видим адски кровавое наступление, которое продолжается всю весну, лето и вот уже начало осени. Наступление, которому конца и края не видно, и это не что-то принципиально новое, не рывок на сотни километров, но очередная глава мясорубки с не очень определенными результатами. Точнее так, результаты, безусловно, есть. В первую очередь в том, что медиазона не просто пополняет свою базу погибших рекордными темпами, но только наращивает свой бэклог. По последнему обновлению неразобранных некрологов у них 15 тысяч. Неразобранных некрологов сегодня ровно столько, сколько всего было некрологов в базе погибших за весь первый год войны. Во всем остальном мы как изучали локальную географию сельских районов Донецкой области, так и продолжаем изучать. Продвигается ли Путин быстрее? Продвигается. Стал ли он ближе даже не к победе в форме капитуляции Украины, о которой вдруг зашла речь после того самого разговора, но даже к какому-то хоть промежуточному успеху? Вообще не стал. Путин ведет войну в стиле Первой мировой, на которой нет никаких решающих наступлений, окружений и прорывов. Где люди убивают друг друга в поразительных масштабах, толком никуда не перемещаясь и ничего не достигая. Огромная разница с Первой мировой заключается в том, что ту войну вели сопоставимые противники – 2 коалиции могущественных империй. Путин же умудрился по уши увязнуть в войне с противником, меньшим по населению в 3 раза, а по экономике в 10 раз. В этой войне он уже помимо порядка 250 000 человек потерял не менее 4000 танков, больше, чем есть в наличии у всего НАТО за вычетом США. Путин потерял более 8000 бронированных машин, почти 1500 орудий, более 300 самолетов и вертолетов. А еще, воюя с противником, у которого вообще нет флота, потерял 28 морских судов, включая флагман.
Технику, которую советская власть производила и запасала десятками лет, без конца готовясь к новой мировой войне, Путин сжег за 3,5 года. И все еще не приблизился не то что к захвату Киева, но даже к тем минимальным целям, которые сам себе установил. Как и прежде, плетется по Донецкой области. И пока нет никаких оснований думать, что захват Славянска и Краматорска произойдет в близком будущем. Все говорит о том, что это займет годы, если вообще возможно. Да, Путину невероятно повезло, что он сидит во главе страны с действительно огромными ресурсами. В обычной ситуации, если ты посылаешь куда-то захватническую армию и вдруг выясняется, что она разворована до нитки, не управляется, техника глохнет без топлива, а по бескрайним просторам противника разбредаются потерявшиеся солдаты, если оказывается, что спецслужбы вешали тебе отборную лапшу на уши, и ты вообще не имеешь представления о противнике, его мотивации, военном потенциале, если ты попадаешь в такие обстоятельства, в обычной ситуации на этом твоей карьере военизированного диктатора тут и приходит конец. Особенно, когда ты пошел воевать с противником, которому в статусе государства отказывал сам, который в твоей же риторике должен был пасть от одного чиха. Принимая все это во внимание, 22-й год нельзя назвать иначе, как тотальным поражением. Но если ты сидишь во главе огромного нефтяного государства, то можно просто закрыть глаза на собственную неэффективность. Можно забить на то, что за 22 года у власти ты построил небоеспособную армию и бесполезные спецслужбы. Ведь в любой момент можно купить себе все поновее да покраше. И несмотря на то, что ты знатно повредил репутации всех важных военных экспертов, которые прогнозировали падение Украины за 10 недель, ты войну не проигрываешь, а растягиваешь на долгие годы. Покупаешь людей, покупаешь себе новый военно-промышленный комплекс, покупаешь дроны у Ирана и снаряды у Северной Кореи. Да, в твоей системе власти разворовывается все и везде, но это не проблема до тех пор, пока ты можешь тратить больше, чем могут своровать. Путин потратил на эту войну столько денег, что можно было купить весь украинский бизнес, от деревенского киоска до АТБ, новой почты и всех заводов, и на сдачу еще столько же. Потратил столько и нигде даже и рядом не преуспел. Нет никакой загадки, почему Путин, пусть и медленно, но ползет по украинской территории. Он может себе позволить бросать в войну людей десятками тысяч каждый месяц. И продолжит до тех пор, пока это будет возможно. Делает ли это все войну успешной? Совершенно точно не делает. Потому что даже отринув всю мораль, нельзя ответить на вопрос, а успехи-то где? Да даже в чисто военном смысле. Столько новых денег загрузили, столько новых людей отправили воевать и умирать. Украина стала потому-то и потому-то слабее. Дронов по ней пролетает во столько-то раз больше. Это все есть. Но результат-то в чем? Часов Яр, что ли, результат? Небольшой райцентр, за руины которого шли бои 1,5 года? Есть во всем этом парадокс. Представление о путинском успехе строится не на том, что сам Путин может предъявлять какие-то трофеи, а на том, что Украина в чем-то не преуспевает. Да, Украина не осилила контрнаступление в 23-м, не смогла удержать плацдарм в Курской области. Все так и есть. Но это не успехи Путина, это неудачи Украины. Причем ни одна из этих неудач не сделала Путина ближе к чему-то похожему на победу. Многие люди, в том числе лидеры мнений, спустя эти 3,5 года оказались не столько антивоенными спикерами, сколько глори-хантерами. Когда путинская армия отступала от Киева, бежала из Харьковской области, отступала из Херсона, они с огромным удовольствием рассказывали, как Путин провалился, как его коррупция и некомпетентность вылезли наружу в тот самый момент, когда армии пришлось не маршировать по Красной площади, а увязать в украинском черноземе. Но затем вдруг выяснилось, что Путин может, расходуя невероятное количество ресурсов, воевать так, чтобы фронт у него не сыпался и даже продвигался. И тут Путин, по словам конкретных лидеров мнений, из глобального неудачника превратился в непреодолимую силу, в победителя, а его противники стали виновны в том, что сразу не сдались. Не хочется в очередной раз в суе поминать Юлию Латынину, ну или там, не знаю, Алексея Арестовича. Но слишком уж хорошо они в себе концентрируют настроение этой части публики. Той части, которая, устав ждать, когда Путин проиграет, решила, что он стратегически побеждает. Стратегически в этих рассуждениях ключевое слово. Оно избавляет спикера от того, чтобы предъявлять результаты победы.
Нет, мол, никакой проблемы в том, что Путин стратегически побеждал и полгода, и год назад. Но пока как-то не победил, ведь стратегически-то Украину он, дескать, все равно пережмет. Ну, а уж когда это произойдет, через год, 2 или 20, это вопрос технический. Такие рассуждения идут как в среде разочарованных российских спикеров, так и среди многих союзников Украины на Западе. И в этом нет ничего удивительного. Люди хотят быть на стороне победителя. И раз уж Украина не оправдала высоких ожиданий, не выбила Путина из Крыма, не вышла на границы 91 года, то многие склонны делать вывод: значит, побеждает Путин. Реальность же заключается в том, что с 24 февраля 22 года в военном смысле крайне мало что изменилось, а скорее не изменилось ничего. Война с целью оккупации 40-миллионного европейского государства была проиграна в тот самый момент, когда была начата. У нее как не было достижимых целей 3,5 года назад, так их и не образовалось. Этим мероприятием как ничего нельзя было выиграть, так и сейчас ничего нельзя. Никаких трофеев, которые могли бы даже частично вернуть хотя бы вложенные финансовые ресурсы, как невозможно было получить тогда, так и сейчас невозможно. Перспектива войны как состояла в том, чтобы ее вести до тех пор, пока не будут сожжены все ресурсы страны без остатка, так и состоит. Другое дело, что ныне перспектива стала реальностью. Ныне Путин ведет войну уже не за счет нефтедолларов и не за счет резервов. Путин ведет войну в долг. Он не только убивает людей, но заставляет будущие поколения за это платить. У Путина, безусловно, пока еще есть ресурсы, чтобы затягивать нынешний кровавый кошмар. Но все, что мы говорили, и все эксперты говорили в первые дни войны, остается правдой по сей день, за исключением масштабов. Мы их тогда недооценивали. Мы сточили язык, рассказывая, что в современной войне отсутствует сама концепция победы. Потому что, с одной стороны, сейчас буквально нельзя захватить силой ничего ценного, а с другой, войны стали макроэкономически дорогими. Прошли времена, когда ты отправлял куда-то вооруженных людей, а взамен получал золото, пахотные земли и подневольных крестьян. Сейчас ты куда-то отправляешь вооруженных людей и туда же отправляешь золото и все возможные другие ресурсы. Но даже не с глобальной, а с локальной точки зрения ничего за последние полгода, год или два не намекало нам на то, что Путин близок хотя бы к приземленным своим целям. Что даже не Херсон и Запорожье, а Славянск и Краматорск ему светят. Стратегической же победы в этой войне не может быть потому, что в стратегической перспективе у этой войны изначально не могло быть никакой победы. Только разрушение и ущерб обеим сторонам. До завтра.